Глава 20. Солнце на меридиане. В настоящее время существует много ошибочных представлений о десятом доме. Всякий раз, когда кто-либо желает узнать о своем продвижении по службе, мирском успехе, имени и известности, эзотерическая астрология обращает свое внимание на этот дом. Следуя древней астрологической традиции, современные астрологи также снова и снова подчеркивают, что десятый дом является показателем кармы. На самом деле возникает проблема, каким образом этот дом, в первую очередь связанный с кармой, становится важным для обеспечения средств к существованию. Помимо рассмотрения этого вопроса, здесь мы также попытаемся увидеть взаимосвязь между этим домом и душой, солнцем или самой сердцевиной внутреннего человека. Ученые-астрологи описывали природу десятого дома по-разному, но все они единодушны в том, что этот дом связан с властью, почетным статусом, украшениями и со временем. Этот дом в народе известен как обитель Кала-Пуруши, и поэтому все предсказания, касающиеся средств к существованию, делаются в соответствии с расположением этого дома. Но это еще не все. Древние священные писания наделяют десятую Бхаву многими качествами. Однако, по общему мнению, как указано в Джатака Париджати, десятая Бхава связана с авторитетом, достоинством, украшениями, одеждой, деятельностью, сном, сельским хозяйством, отречением, благотворительными действиями, санкционированными священными писаниями, средствами к существованию, славой, ученостью и мудростью. Это такие универсальные атрибуты, что часто упускается из виду центральная особенность дома. Поэтому современный критический ум считает, что в них нет никакой логики и обоснования. Но следует понимать, что это всего лишь намеки на раскрытие истинного человека, который одухотворяет земное существо. Зная эти намеки, можно узнать его сущностную природу и таким образом его предназначение в этом мире. Из множества атрибутов мы рассмотрим только 4, чтобы проиллюстрировать наш подход. Мы хотим рассмотреть атрибуты Васана – одежда, Вьяпара – деятельность, Криши – сельское хозяйство и Нидрасон в данном контексте. Настоящую драгоценность, содержащуюся в этой бхаве, раскрывающую божественную цель рождения индивидуума, можно постичь только выйдя за пределы экзотерических лексикографических значений терминов и проникнув за завесу символов. Говорят, что дхарма, карма и тапас – это 3 фундаментальные силы, действующие и направляющие судьбу каждого человека. И квинтэссенция этих 3 аспектов, которая по сути является отражением изначальной природы индивидуума, содержится в 10-м доме. Тапас был определен как продолжительная напряженная физическая активность, строго контролируемая и направляемая волей к определенной цели, и контролируемая сосредоточенной мыслью – это всепоглощающий огонь, огонь мысли, огонь желания, огонь, который пожирает все. Благословенный Господь Кришна в 11 главе Бхагавад-гиты показал Арджуне свой огонь, который поглотил все. Увидев этот всепоглощающий огонь, магнетическую электризующую силу, одушевляющий лоно каждого сотворенного существа, которое строго контролирует и направляет его к желаемой цели, индивидуум не может не сотрудничать с божественным планом. Не зная этого плана, индивид будет слепо руководствоваться этой силой. Голос будет настолько твердым, что индивиду придется подчиниться ему. Когда план будет понят, великолепие сотрудничества будет настолько чарующим, что индивид будет считать это своей свободой или выполнением своей миссии в следовании тому же самому. Это активное сотрудничество является отражением огня тапаса, решимости следовать по пути. Тапас дает отречение от личных желаний. Тапас делает человека чрезвычайно энергичным для выполнения своей роли, предусмотренной божественным планом. Тапас возносит человека на головокружительные высоты самореализации. Тапас дает знания о феноменальном мире, и это позволяет человеку установить тонкую магнетическую связь между миром живых существ, индивидуальное и абсолютное все. Именно благодаря тапосу индивид обретает мистическую мудрость гупта-видью, которая является ничем иным, как вспышкой интуитивного понимания вселенского закона, божественной цели, пронизывающей все проявления. Этот тапос, представляющий собой интенсивную деятельность, непостижимым образом связан с кармой и дхармой человека. С астрологической точки зрения, дхарма или религиозная философия человека, которая поддерживает его на протяжении всего земного путешествия, обозначается 9-м домом. 10-й, следующий за 9-м домом, астрологически предполагает, что плодом 9-го дома является 10-й. То есть дхарма должна привести к карме, без которой это была бы просто пустая профессия, лишенная какого-либо реального значения. Совершенная координация 9-х и 10-х домов, то есть координация между дхармой и кармой, приводит к одной из самых эффективных йог в астрологии, дарующей величайшее благословение абсолютного всего. Когда владыка 9-й дхармы и 10-й кармы, находящиеся в соединении в любом из этих домов, дарует очень благоприятную йогу, дарующую успех во всех начинаниях. Редкий рассвет человечества рождается при таком сочетании, которое на самом деле является результатом тапаса, возникающим из интеграции дхармы и кармы.
Тапос также можно сравнить с тем процессом самореализации, который алхимики называли очищением, когда негреда, основной металл, то есть земные человеческие существа, растворял примеси в тигле ученого, чтобы получить чистое золото, чистую сущность существа. Во время процесса очищения человек должен обратить свой взор домой. Вот почему древние арийские мудрецы считали правраджья, отречение, атрибутом этой бхавы. Но не каждый, подавшийся ее импульсу, испытывает это стремление к освобождению. Многие хотят выйти на улицу и погрузиться в мирскую деятельность, чтобы получить власть, авторитетное положение, репутацию, социальный статус и так далее. Санскритское слово «васана», означающее «одежда», дает ключ к разгадке таинственной природы этого дома. Это слово происходит от корня «васам», который означает «жилище». С этой точки зрения древние провидцы считали 10-й дом обителью духа. Даже если мы считаем, что это означает облачение, одежду, это предполагает, что 10-й дом является средством, через которое дух выражает себя. Слово «вьяпара», означающее коммерческие сделки или поведение человека в обычных жизненных ситуациях, также относится к тому же самому действию. Когда дух не сходит на эту землю, он действует определенным образом. Когда мы видим человека, действующего в определенной ситуации, мы пытаемся представить себе, к какому типу людей он относится. Это также указывает на природу внутреннего духа. Внутренние побуждения существа выражаются только через внешнее поведение человека. Духовность человека будет выражаться в религиозных, филантропических, праведных поступках. Внутреннее спокойствие будет проявляться во внешнем сиянии. Вдохновение будет даровано усталым, а мужество тем, кто спокойно встречает жизненные испытания. Таким образом, очевидно, что повседневная жизнь вьяпара связывает внутреннего человека с внешними обстоятельствами. Этот вид взаимоотношений очень четко обозначает словом «криши» сельское хозяйство. Древние провидцы, вероятно, не хотели проводить различия между сельским хозяйством, торговлей, коммерцией и промышленностью. Слово «криши» имеет прямое отношение к 13 главе Бхагавад-гиты, где Господь Кришна рассматривает проявленную Вселенную как поле, а работающий на нем дух как семя. Сельское хозяйство является результатом взаимосвязи между семенем и полем. 10-й дом напоминает об этом, когда первобытный зародыш, оплодотворяющий земное яйцо, оплодотворил проявленный мир. Земная жизнь каждого человека является результатом действий Пуруши и Пракрити, позитивной и негативной поляризованных энергий или божественности. Но вот то, как эти поляризованные энергии поведут себя в конкретной ситуации, указывает дом кармы, 10-й дом. Слово «нидра» — сон, предположенное в данном контексте, также важно, потому что только в разгар нашей ежедневной борьбы за существование, зарабатывая себе на хлеб, мы забываем о своем божественном наследии. В это время мы забываем об истинной внутренней реальности, и сон, в конце концов, относится к этому забытию. Таким образом, васана, вьяпара, криши и нидра относятся к акту вовлечения божественного духа в земной мир и к процессу возобновления человеком своего божественного наследия. Если посмотреть с другой стороны, то 10-й дом является 9-м по отношению ко 2-му, 7-му, 7-й к 4-му, 6-й к 5-му и так далее. Такие взаимосвязи заслуживают тщательного рассмотрения. Когда эго рождается в земном мире, оно должно совершать свой тапос, указанный в 10-м доме. Но также необходимо учитывать множество препятствий и полезных сил, влияющих на него. Второй – это дом врожденной потенциальной энергии. Речь и зрение являются символическими выражениями одного и того же. Унаследованное богатство указывало на результат прошлых деяний, которыми следует наслаждаться в конкретном рождении. Этот дом является 5-м от планки, что означает, что прарабдха человека является результатом его кармы, деятельности в этом феноменальном мире. Но поскольку планка является 9-й от 2-го, это наводит на мысль о том, что статус человека в этой жизни зависит как от его поступков, так и от потенциальной энергии, дарованной ему во время определенного воплощения. Отношения с 4 по 10 действительно очень загадочны. Если 4 представляет мать, божественную Матрипандму, материнскую глубину, Битас, океан бессмертия, молочный океан, по которому Господь Вишна плывет на свернувшейся змее Наги, то его прямая связь с 10-м домом Отца, раджастической активностью, божественным излучением и всем остальным, очевидно, чтобы содержать в себе какую-то глубокую связь. На самом деле 4 и 10 – это два аспекта одних и тех же отношений. Зенит 10-й дом не может существовать, если нет Надира, 4-й дом. Отец 10-й дом не может существовать, если нет матери, 4-й дом, которая принимает его потомство и оплодотворяет его в своей хиранкахарбхе, чреве. Без этих близких отношений они были бы просто мужчина и женщина, а не отец и мать. Говорят, что даже Солнце, карака 10-го дома, и Луна, карака 4-го дома, связаны с симпатическими магнитными излучениями.
интерпретируемы астрологически. Они предполагают, что внешнее самовыражение индивидуума, его творческая деятельность, представленная Отцом и Солнцем, великолепные высоты, которых он может достичь, зенит, то есть, а также плоды его деятельности, которые происходят при дневном свете, являются отражением внутреннего мира, скрытые способности, внутренняя потенциальная энергия, глубина его первобытных слоев и его связь со своим материнским принципом, материалом, который позволяет выражать дух материи. Две поляризованные энергии, негативный четвертый дом и позитивный десятый дом, должны рассматриваться вместе и, по сути, как единое целое, чтобы получить представление о вечном существе, любое воплощение которого является лишь фрагментом. Точно так же следует помнить, что 10-й дом– это дом созидания, действий, а 5-й– это творчество, потенциал для действий. 6-й, 8-й– взаимосвязь между ними имеет смысл. Человек не может действовать слаженно, если для этого нет необходимых условий. От чего он зависит, так это от среды, с помощью которой выражается его активность. Поэтические таланты проявляются только тогда, когда эти идеи будут должным образом облечены в соответствующий язык. Желание помочь может принести плоды только тогда, когда у человека хорошо сформированы и здоровы конечности. 10-й дом– это поле, семена и кукуруза, взятые вместе, которые подразумеваются словом Кришны, но побуждение сеять представлено 5-м домом. Дом здоровья является препятствием для 5-го, потому что он расположен в 6-м от него. Очевидно, что стремление не может иметь легкого успеха, если дом здоровья недостаточно силен, чтобы справиться с задачей 5-го. Таким образом, можно видеть, что дом существования– это дом, обозначающий то, что внутренняя божественная частица функционирует в этом материальном мире во всей своей интенсивности и как на нее влияют все ее прошлые и будущие побуждения. Но все эти взаимоотношения в первую очередь относятся к обстоятельствам или обстановке, которые предоставляют возможности для удовлетворительного взаимодействия различных принципов человеческого бытия. Было бы полезно увидеть взаимосвязь этого дома с различными планетами, представляющие различные аспекты жизни человека. Однако в этой связи мы сможем рассмотреть здесь только Солнце в качестве иллюстрации. В этом контексте мы сразу же упомянем важность амала-йоги, которая является одной из самых важных астрологических комбинаций. Условия для этой йоги определяются тем, что 10-й дом от Луны или Лагны должны быть заняты благоприятной планетой, что приведет к тому, что человек достигнет прочной славы и репутации. Его характер будет безупречным, и он будет вести благополучную жизнь. Если мы соотнесем эту йогу с приведенным выше описанием дома йоги, мы легко увидим логическое обоснование этой йоги. Хороший бенефициатор 10-го свяжет карму, дхарму и тапас индивидуума с божественными импульсами, дайви пракрити, которые естественным образом обеспечат сатвическое или гармоничное излучение, дающее безупречный характер и благополучную жизнь. Этот принцип становится ясен, когда изучаешь замечания, данные по этой йоге. Утверждается, что амала означает чистый, и когда присутствует йога, процветание и достаток будут достигнуты справедливыми средствами, в то время как малефик, раздавая богатство, может сделать эти средства сомнительными. В конце концов, по мнению некоторых, цель оправдывает средства, и, следовательно, амала-йога делает человека щепетильным в отношении средств, которые он использует для зарабатывания денег, в то время как, по-своему, малефик, в то время как достижение богатства не сделает его знаменитым или человеком с характером. Таким образом, очевидно, что дом средств к существованию, 10-й дом, указывает на сферу действия, драму внутреннего духа во внешнем материальном мире. И то, какую роль или возвышение индивид будет играть или приобретет, будет зависеть от зодиака дома и различных планет, расположенных в нем, или связанных с ним вместе с этим домом. Амала-йога, описанная выше, наглядно иллюстрирует этот принцип. Солнце– это карака 10-го дома. Это карака отца, души, золота, славы и правления, а также призвания. Солнце– это душа Калапуруши, это божественное сияние, божественная искра в человеке, которая разгорается пропорционально его связи с духовным источником. В 10-м доме всегда говорят, что это хорошо. Нужно помнить, что высший принцип в человеке представлен Солнцем. Поэтому, когда оно активизируется и оказывает жизненно важное влияние на мирскую жизнь индивидуума, он, должно быть, прошел долгий путь в эволюционном развитии своей души. Однако было бы неправильно считать, что Солнце в 10-м доме всегда хорошее, поскольку оно гармонично, благотворно и способствует материальному процветанию. Есть много обстоятельств, при которых Солнце в 10-м доме не дает покоя и счастья с мирской точки зрения. Силу, королевский темперамент, желание быть у руля событий, всегда быть рядом с источником власти, физической, интеллектуальной и духовной. Человек с Солнцем в 10-м доме будет следовать прямым путем, непосредственно ассоциируясь с центром силы. Как философ он был бы ведантистом, как аскет он был бы раджа-йоги, как студент естествоиспытатель он был бы более склонен к математике, как литератор его стиль был бы кратким, четким и прямолинейным, как правительственный чиновник он бы был больше озабочен формулировками политики и принятием решений.
деланием портфелей, и как военный генерал он был бы стратегом. Какой бы ни была форма его профессии, в той или иной степени, в зависимости от расположения других планет, он установит связь со Всевышним, как с внутренним, так и с внешним правителем. Вот почему 10-й дом связан с королевской благосклонностью и властью. Такие результаты должны быть изменены в зависимости от различных восходящих факторов. Для восходящего знака Овна Солнце на меридиане не способствует плавному плаванию. Человеку приходится преодолевать множество штормов и бурных вод, прежде чем он достигнет берега. У него была бы очень насыщенная жизнь. У него было бы неутомимое желание забраться на самую высокую вершину. Его амбиции никогда не будут удовлетворены чем-то меньшим, чем совершенство. Но владыка 5-го дома, находящийся в доме Сатурна, яростного врага Солнца, не могут предоставить благоприятных возможностей для реализации творческих устремлений индивидуума. У него будет сложная профессиональная карьера, осложненная семейными обстоятельствами, психическими отклонениями и религиозными связями. Худший этап профессиональной жизни придется на основной период Солнца. Индивидууму придется научиться уравновешенности и стабильности в нынешнем воплощении, поскольку его душа заключена в клетку и усечена. Он видел великолепные высоты жизни, но в настоящее время вынужден жить в трущобах вместе с морально и социально низшими типами людей. Восходящие тельцы также находятся в не лучшем положении. Раздраженные жестокостями и бесчеловечным обращением, разочарованные и глубоко страдающие из-за того, что его подчиненные стали его начальниками, он сильно возмущается этой социальной аномалией. Сильное желание жить комфортной жизнью и быть любимым в социальных и семейных отношениях будет настолько подавлено этим сочетанием, что человек, возможно, не сможет подняться на высоту, соответствующую его природным талантам. Часто переезжая с места на место, он может оказаться на огромных промышленных комбинатах или в одной из многочисленных международных организаций, но никогда в своей официальной карьере, рожденный под знаком Тельца, не будет получать удовольствия. Интеллектуально развитые люди, рожденные близнецами, могут пользоваться значительным покровительством со стороны родственниц и пожилых людей, занимающих должности, которые во многих случаях могут постепенно привести к тому, что они окажутся в гораздо лучшем положении, чем их братья и друзья. Но они всегда будут чувствовать, что могли бы добиться большего, если бы обстоятельства были более благоприятными. Это ситуация неоправданного разочарования и неблагодарности по отношению к божеству за оказанной им милости. Восходящие раки незаметно поднимутся к вершинам в любой профессии, в которой им посчастливится оказаться. Добрые дела прошлого, благословность старших, их собственная способность организовывать, синтезировать и руководить будут полезны как им самим, так и той должности, на которой они работают. Они будут очень нравиться людям. Они прирожденные лидеры. Люди получают огромное удовольствие и считают за честь подчиниться им. Для восходящего льва возникает сложная ситуация. Солнце на меридиане означает для него очень высокий социальный статус, но часто оказывается, что события его жизни также знакомят его с темной стороной жизни. У него есть энергия, он способен к тяжелой работе, но его участие в семейных обязанностях создало бы много препятствий. Такой человек должен стараться быть намного более ориентированным на внешний мир и не всегда думать прямо или косвенно о своем продвижении по службе. Если он скромен, то такой человек будет вызывать симпатию, имея нескольких постоянных друзей. В противном случае ему пришлось бы в одиночку вести свои внутренние битвы в этой жизни. Восходящий знак Девы не сможет сделать хорошую карьеру. Его служебная карьера будет неоднозначной. Он будет склонен к анализу, и его страдания будут острыми. Часто эгоизм является причиной его неприятности на службе. Но если он будет проявлять себя внешне и помогать своим друзьям и коллегам, он сможет хорошо выполнять свои естественные обязанности. Рожденные по знакам весов также испытывают чувство разочарования. Они не могут приложить усилия для улучшения своей кармы, но будут прилагать серьезные усилия, чтобы получить все преимущества, которые могут прийти к ним благодаря их материальному достатку. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, достигли бы высоких постов, но с помощью общинности, регионализма, кумовства и личного фаворитизма. Эти люди в основе своей эгоистичны, и все их усилия направлены на то, чтобы добиться большей власти и продвижения по службе ради себя самих. Знак зодиака Скорпион, когда он не в таком благополучном положении, не позволяет человеку спокойно наслаждаться своим положением. Грех использования нечестных средств лежит на его сердце. Он должен понять, что в конечном счете действует божественное правосудие. Рожденные по знакам Стрельца лучше в том смысле, что они добиваются положения благодаря собственным усилиям, характеру и упорному труду. Они умны, хотя им очень часто приходится страдать. Рожденному Козерога придется усвоить, что официальная карьера, какой бы высокой она ни была, будет лишь средством достижения духовного равновесия. Если этого не добиться, его сердце не обретет покоя. Постепенно он поймет, что свою жизнь следует проживать с отрешенностью и вниманием к другим. Водолеи, рожденные Солнцем в 10-м доме, могут подняться на головокружительные высоты или опуститься в унылую пропасть, что будет зависеть от расположения планет.
Если у человека пробудится интерес к оккультизму, йоге и другим эзотерическим таинственным предметам, он может проявить редкую стойкость, чтобы зарекомендовать себя как высший авторитет в этой области. При соответствующей поддержке жены и деловых партнеров исследования этого человека могут иметь далеко идущие последствия. Но для эгоцентричного человека этот асцендент создаст ситуацию, похожую на тюрьму, из которой ему будет трудно выбраться. Для восходящего знака рыб Солнце на меридиане принесет огромное удовлетворение. Благоприятные условия служения, а также все его таланты и обстоятельства будут способствовать постоянному совершенствованию. Человек всегда будет благодарен Богу за все, что Он ему дал. В целом удовлетворенно он обнаружит, что его материальные достижения постепенно и неуклонно заставляют его мыслить духовно. Таким образом, можно видеть, что Солнце на меридиане не всегда предвещает благоприятные события, как принято считать. Это действительно важная ситуация. Это планетарное расположение относится к сокровенной природе индивидуума, которая тесно связана с его средствами к существованию. Благодаря этой ситуации человек усваивает самые важные уроки в своей жизни. На самом деле это центральное ядро каждого человека. 10-й – это дом Тапаса, который является результатом его кармы с одной стороны и дхармы с другой. На самом деле в жизни истинное понимание значения Тапаса, огня, возникающегося в процессе жизни, является самым важным знанием, которое нужно приобрести, и самым плодотворным уроком, который нужно усвоить.